Вас приветствует мастерская Ремстартех. Ввиду зимнего периода наш баннер, как видите, открыл доступ к теплу. Вот. Сегодня мы начнем сборку двигателя ДКВ НЗ-350. Все убрал со стола, выложил практически все необходимые запчасти. Вот нашего производства прекрасные прокладки, полностью соответствующие оригиналу. Оригиналы там вот на дне лежат. С тех пор, как разбиралось все, никто ничего не мыл. Сейчас будем мыть. При разборке всю дефектовку, в общем-то, сделал. Исходя из состояния мотора, ничего как бы не должно случиться непредвиденного. Диски сцепления планирую попробовать эти же поставить. И цепь, я думаю, моторную тоже эту оставим. Подшипнички, сальнички все новые. Видите, вот СКФ. Сейчас покажу вам проверку коленвала на биение, так как коленвал достаточно массивный. Видите, цапфа очень длинная. Мне обязательно нужно проверить ее на биение. Тем более там тяжелый маховик на конце этой длинной цапфы вращается. Что каждый раз вот весело, это найти необходимый метиз. Дело в том, что на воронение отправляется весь метиз с мотоцикла, а потом нужно выбрать. А здесь у нас метизы еще из двух моторов. Помните, с этим мотоциклом был еще запасной мотор. Вот о нем будет отдельный разговор. Вот у нас цилиндрик красивенький, готовенький. Эти гаечки уже похромированные. Картер и головка стеклоструились. Все такое прекрасное. Еще, видите, запакованное лежит. Так, начну я с того, что все это помою. Думаю, показывать это без интересу. Ну и дальше расскажу, чего да как. Такие показания имеет наш коленвал. Сейчас попробую вам показать. Достаточно это так. Смотрим внимательно, что мы видим. Призма у меня, конечно, не фонтан, но для измерения это не страшно. Вот. Слева у нас получается 3 соточки. Не более. Там как бы, видите, индикатор живой. Все работает. А вот справа все гораздо интересней. Вот, не отрывая, так сказать, не останавливая запись, сейчас вам включаю. Еще на задержке дыхания тебе. Тихо! Разорались. Так, ну, видно, чего-то видно. Ага, чуть-чуть ближе. Вот такие у нас получаются показания на правой. Такой, посмотрите, какой здесь вылет. Выходит 6 соток. А если взять поближе, то будет, это не дрожать, вот видите, до 2. Такие вот показания. Так, нас немного отвлекли. Ну, в общем, продолжаем собирать моторчик на ДКВ. Наконец-то все подготовил, почистил, помыл. Есть тут интересные такие сюрпризики. Вот. Все было достаточно, ну, хоть оно в масле якобы, да, но была коррозия в некоторых местах. В частности, вот у нас вторичный вал, к сожалению, не подлежит установке. Вот по какой причине. Вот они, видите, какие раковины на дорожках. От долгого стояния, хотя там и смазка была, и сальник был вроде целый. Но вот такие раковины образовались. Увы, ставить нельзя. На роликах, они в кулечке собраны, тоже есть
раковины. Сколько там? Ну вот, видите, вон черные. Почти все. Вот тоже ролики с раковинами. Хотя вот на самой обойме здесь, в принципе, все в порядке. Может, там... вон есть что-то такое тоже. Благо, был второй мотор, с него все взяли. И вот, что было интересно обнаружено. Вот такое вот было колечко. Судя по всему, самодельное. Получается, оно было под стопором вот этой обоймы. Зачем-то они ее чуть вовнутрь вдвигали. Мы еще потом разберемся. Самое интересное обнаружил дальше, когда начал мыть. Смотрю, на промвале вот так вот чудненько обработана шестерня. Непонятный момент. Тогда я взял вторую шестерню. И вот что интересное получилось. Что по заводу она ставится... Вам покажу. Сейчас подготовлюсь, покажу. Она должна вот так напрессовываться вот этим выступом. И тогда все четенько, и она не затирает. Наша же была напрессована наоборот. Видимо, при сборке они поняли, что она чуть затирает здесь. И подточили. Но все равно не до конца. У нас расфокус. Не до конца, и она подтирала. Непонятно, почему так было сделано. Ну, здесь вообще было много моментов. Вот здесь, помните, просверлено. Так что... И еще почему я ее заменил. Сейчас где-то... Ага, вот он. Вот он, видите, сколотый зуб. Вот. Сколотыми зубами ставить все-таки нельзя. Что меня очень порадовало в этой немецкой коробке, все шестерни, они идут на втулочках. Вот еще специально до конца не собирал. Здесь идет бронзовая втулочка. Вот идет бронзовая втулочка. Вот тоже. Все в отличном состоянии, не изношено. Ой, сейчас еще и побью. Вторвал, который я взял со второго мотора. Здесь, видите, все супер. Клочки тоже хорошие. Вообще везде клочки хорошие. И вилочки тоже в отличном состоянии. Так что все это мы поставим обратно. Из интересных еще каких дефектов увидел. Здесь, видите, такое вот ребро есть, усиливающее, вот их 4 есть. Одно здесь было сломано, и там даже видны какие-то следы обработки. Вот они, видите. Не знаю, зачем это было сделано и когда, но так оно было сделано. Так вот, что нас дальше ждет? Ага, еще вот распорные втулки вычистил, если помните. А если не помните, посмотрите видеоразборки. Они были все ржавые. Здесь, в общем-то, и видно раковины, насколько глубокие. Почистили их. Сначала механически чистили, потом химически в растворах, чтобы убрать всю коррозию. Подшипнички мы эти ставим старые, как я уже говорил. Они в отличном состоянии. Все с ними супер. Благо, там коррозии не было. Это очень странно, почему вот втулки были ржавые, с подшипниками все хорошо. С коленвалом тоже у нас все в порядке по центровке. Вот. Ну, начнем сборку. Тут у нас лежат болтики, гаечки, все подготовлено. Сегодня я подготовительные работы сделаю. Поставлю сюда подшипники, валы. Подшипники под коленвал подготовлю, а завтра уже вам покажу процесс регулировки коробки передач и саму сборку. Ролики со второго мотора тоже оказались не очень. Когда я их отмыл, начал перебирать, на них тоже нашлись раковины. Вот, в общем-то, то, что я отобрал. Здесь вроде 12 штук более-менее хороших, а на этих всех раковины. Как я не пытался, в общем... Не получается у нас сборка, как положено, данного узла. Причем на валу, в общем-то, все вполне хорошо. Не вижу я здесь раковин. И в увеличительное стекло смотрел, ничего. Так же, как и на обойме, тоже все в порядке. Здесь по краям есть какие-то, но на самих дорожках все в порядке. Вот. Пытался я подобрать ролики с каких-то других подшипников, но вот не очень. На коленвалу более поздних моделей очень похожие ролики, но на 1 мм длиннее, там 5 на 9, здесь 5 на 8.
Но, благо, все не так плохо. Нашел одну конторку, там продают ролики отдельно насыпом. Там ролики заказаны, они едут, но приедут только через несколько дней. Сразу хочу для скептиков, так сказать, снять еще такой моментик. По каталогу данный подшипник называется 192-906. И почему же нельзя его было просто купить и все? А вот почему. Вот обойма 192-906. Не знаю, как исторически так произошло и что именно, но сначала он был вот с такими роликами 5х8, потом стал с вот такими вот 5 на 12. Понимаете, разница существенная. Причем тут, кстати, даже крышки, по-моему, немного отличаются. Данная обойма поздняя, видите, уже сквозная, там шайба подкладывается. А здесь еще есть упорчики. И, кстати, на этих ранних маркировок я не встречал. Может, они и есть, честно говоря, особо их не рассматривал. Это... А, не, вот есть маркировочка. Сейчас мы посмотрим с вами. Да, вот есть маркировочка 192-906. Ну, знаете, не обращал внимания. И эти подшипники отличаются. Вот, так что, причем что ролики одинаковые, вот видите, подшипники разные. Вот, подшипники одинаковые по маркировке, а ролики разные. Начнем регулировку коробки передач. Я ее собрал с теми шайбами, с которыми мы ее разбирали. Посмотрим, что они у нас показывают. Согласно немецкой документации, копировальный вал должен быть с люфтом, дай бог памяти, 0,1. То есть 1/100. У нас получается... Ой, 1/100. У нас получается, ну вот, можно считать, есть повторяемость 2,5. Я думаю, что мы десяточку сюда подкинем, и этого будет достаточно. Согласно советской документации, должно быть 0,2 хода. Кому верить, не знаю. Потом, согласно немецкой документации, промежуточный вал должен быть вровень с уровнем прокладки. Здесь у нас получается, ну, не знаю, сколько получится на видео показать. В общем, на данный момент он находится выше. Так как у меня вот, скажем так, упирается импровизированный. Вот видите, упирается. Причем упирается сильно. Я просто разобрал штангель. Он здесь максимально ровный. Так что как-то вот так. Заводская прокладка была 0,45, наша имеет 0,37. Раз давайте замерим ход вот этого вала. Здесь стояла вот такая явно, попробуем показать, самодельная прокладка. Ну, прокладка, шайба. Короче, она вся ржавая, кривая, косая. Я даже сейчас не понял, что это шайба, она там прикипела. В общем, когда-то немцы, а может не немцы, поставили такое дело. Вот. Этот вал тоже должен быть по документации в нуле. Он нам показывает 2,5. Посмотрю, что у меня найдется, подкину, уменьшим максимально ход вала. У нас будет четкое переключение. Теперь я уже поставлю крышку и закрою. Что еще рассказать? До этого говорил, там с роликами была у нас проблема. Вот прикупил такой пакетик роликов. Я их уже установил. Кстати, кому нужно, обращайтесь. Уже продают их только вот в большом количестве. 5х8, как положено. Я их померил. Один в один, как оригинал. И по твердости все в порядке. Теперь давайте ставить крышку коробки передач. Измеряем осевой люфт вторичного вала. По немецкой документации он должен быть 0,4. Он у нас, видите, стрелка. В общем, он ровно, видно, да, ровно миллиметр. И что интересное получается, я же менял вторичный вал, а под стопорным кольцом
обоймы, вот здесь, была вот такая самодельная прокладочка. Ну, контуры, не знаю, сколько вам видно, не видно, не очень ровные. В общем, она самодельная. Ее толщина ровно 0,6. Вот. Получается, что коробку регулировали, но немножко неправильно по крышке. Вот так вот оно стояло и прижатое. Что, в общем-то, и опустило сам вторичный вал на 0,6, и мы получили, точнее, не мы, а они, необходимый зазор. Так, а теперь давайте сразу же, не отрываясь, кстати, от производства, измерим, что у нас здесь. Здесь тоже была прокладочка, шайбочка. Вот такая, самодельная, это я уже почистил. Она вся в раковинах, выпиленная каким-нибудь напильником непонятным. Вот здесь у нас получается... Так. Это что у нас выходит? 9 десяток. Да, повторяемость есть. 9 десяток. Ну, мы сюда подложим, что у меня там найдется, сделать минимальным люфт. Тогда у нас получается вал КПП не будет ходить и как бы будет болтаться. Ну, в общем-то, как-то так. Вторичный вал... Вторичный, промежуточный, я вот еще не решил, что с ним делать. В принципе, сейчас закручено, вот он вращается. Наверное, ему все-таки десяточку люфта добавлю. Как-то туговато вращается. Судя по всему, поджат. Наша прокладка на десятку меньше, чем оригинал. У меня оригинальная, которая здесь была, она, если быть точным, на 8 соток толще, чем та, которую я изготовил. Вот, поэтому мы здесь десяточку уберем, сюда 6 десяточек добавим, и здесь по возможности, что найдется, сделаем люфт минимальный, ну тоже где-то в районе 1-2 десяток. И на этом как бы регулировка будет окончена.